Я вас вітаю знов у своєму саду під Києвом. Я Світлана. І сьогодні, нарешті, розповім вам про свій газон. Це вже друга спроба за сьогодні. Помішав невероятний ливень. С градом, с грозой, с молнией. Я спряталась вон в ту теплицу. И ничего не получилось. С утра хотела снять это видео про вот этот газон. Адель помогает. Я готова рассказать вам, как мы его сеяли, какие работы проводили, что у нас пошло не так, а что получилось. Хочу сказать сразу, что результат ниже, чем я ожидала, но выше, чем мог бы быть. Расскажу про наши ошибки и расскажу, что хорошо, что мы сделали так. Возможно, мои советы вам помогут не ошибиться, если вы собираетесь сеять газон своими руками, сами все делать. Очень уж мне хотелось, чтобы мои розы, которые посажены по большому кругу, так и называется большая розовая клумба, смотрелись именно на фоне зеленого газона. Не лугового, а зеленого, хорошего, профессионального. Ну, как вы знаете, удовольствие это не такое и дешевое, поэтому я решила, мы будем делать все сами. Для начала скажу по конфигурации. Ширина вот этого, диаметр круга, именно по газону 11 метров, то есть радиус 5,5. Клумба с розами занимает метр. Розы посажены в шахматном порядке. Треугольник 50 на 50 на 50, равносторонний. У меня получилось 72 куста. Дорожка, вход на эту клумбу одна, задумана изначально. И именно не вот отсюда дорожка, и вторая, изначально такая была у меня идея, и туда выход к теплицам, чтобы можно было по газону ходить. Очень удобно, да? Но потом хорошо у Светы эта мысль отпала, и дорожку я не стала делать по газону. Вытопчется некрасиво, газон будет существовать у нас именно для прогулок, для собачьих игр, для игр с мячом, когда дети приезжают. Мы тут ставим теннисный стол, играем, чтобы можно было просто весело побегать по газону, поиграть с мячом, с бадминтоном. Такая большая зона. Получилось примерно 0,98, примерно 1 сотка. Первое, что мы сделали, нам надо было спланировать газон. Готовилась я к этому заранее, подошла скрупулезно. Мы его скопали. Перепахивали культиватором, мы наняли 2 работников. Они перекопали корни старой травы, луговая, которая росла тут. Дело сделано. Потом мы стали, значит, думать, считать, что нам надо для дальнейшего устройства газона. Ну, первое, это, конечно, семена. На такую площадь, 1 сотку, я закупила 5 килограмм семян. Семена спортивные. Вот вы можете видеть на фотографии состав. Я, помните, вам рассказывала за вот тот газон, что я, чтобы быстрее мне посоветовали, выросла трава, добавила туда райграсс. Так вот этого делать не надо. Хорошо, что с этим газоном райграсс я не добавляла. Я вам покажу, может быть, когда-нибудь тот газон, он за 3 дня по колено вырастает. Так вот, райграсс не стоит добавлять в посадочную смесь, только семена спортивной травы. Так, семена я закупила, газон нам спахали. Что же мы делали дальше?
Дальше стояла дилемма: или покупать завозную землю, выравнивать всю площадку, вниз стелить сетку от кротов. Посчитали мы, сколько это нам будет стоить, и пошли по другому варианту. Мы решили просто выровнять, спланировать землю, все равно уклон газона немножко сделали в ту сторону. И сеяли прямо непосредственно на нашу землю. Мы тут при покупке дома 3 машины земли чернозема завозили. Ну, за 3,5, за 4 года она тут, конечно, утрамбовалась, поросла обычной травой, такой сорной. И поэтому мы думали вот сетку стелить и заново планировать. Ну, отошли от этой мысли. Дальше. Что мы сделали дальше? Дальше нам надо было закупить материалы для того, чтобы проложить полив газона полуавтоматически. У нас полив полуавтоматический, то есть нету аппаратуры, которая сама включает, выключает, датчиков дождя, регуляторов автоматических давления. Все полуавтоматически или почти механически. Пришли мы к этому по той причине, что перепады и с давлением воды, и перебои со светом, и может полететь вся аппаратура. Да. Ну и более экономный вариант, но и более надежный. Хочу сказать, что пока мне это все нравится, без автоматики. То есть мы полив можем включать в любое время, когда потребуется. Что мы сделали дальше? Пока мы закупали все необходимое для прокладывания трассы водяной, наш газон зарос опять какой-то начальной травой сорной. Опять зарос травой. Света выкопала по периметру канаву на штык лопаты. Вот вы можете видеть, как я копаю. Туда проложили потом трубу ПВХ. Это у нас трасса наша водяная для полива. Потом я рассчитала, какие форсунки нам будут нужны для полива. На такой диаметр 11 метров, значит, надо, чтобы как минимум 5-6 метров лучше, чтобы била струя. Форсунка била на такое расстояние. И угол разбрызгивания перекрывался несколькими дождевателями. То есть посчитала по минимуму. 4 нам хватит. Лучше, конечно, 6, чтобы больше перекрывали области друг друга. Мы поставили 4. Пока я выбрала дождеватели, пока мы выбрали трубы, заказали, оказалось, что тех дождевателей, что выбрали, уже нету. В общем, первая непредвиденная у нас такая проблема. Поэтому мы уже взяли те дождеватели, какие были, которые хотя бы бьют на 6 метров, с тем условием, что позже мы их можем поменять. Трубу ПВХ в земле, которая через специальные такие переходники, через трубки Вадим Петрович вывел наружу. Эти дождеватели, скажу, они самые дешевые, самые примитивные. Мы посмотрим это лето, как они работают. Может быть, осенью, когда и выбор будет, и они дешевле будут, мы их поменяем. Свою функцию они выполняют. Газон они нам поливают, до центра круга добивают, что нам и надо было. Дальше. Что мы сделали дальше? Когда проложили наконец-то эту трассу, трава еще хорошо, было не очень тепло, еще сильно трава не росла, это было уже начало апреля, числа 10 где-то, стали прокладывать трассу вдоль забора от нашего выхода из скважины. Скважина у нас обычная скважина, вода с небольшим количеством железа. На выходе из скважины мы поставили разборной фильтр, который чистится и немного тормозит сеточкой такой. Немного тормозит, я вот вам фотографию прикреплю, какой у нас фильтр. Тоже самый недорогой, самый простой. Он
тормозил железо, которое попадает во всю систему. В принципе, можно было этот фильтр поставить только на газон, чтобы дождеватели не забивались. Но Вадим Петрович поставил на выходе на все водяные розетки. Нам железо тормозилось. Потом, когда мы собрали, пришлось нам вот эту трубу вот сюда проводить под дорожкой. Хорошо, у нас еще как таковой дорожки нету, стоят только бордюры. Мы подкопали, выкопали. Вот Вадим Петрович монтирует там через переходники, поворотики к трассе соединения, к водяной. И на всякий случай было решено поставить насос, который при надобности, если не будет хватать давления от глубинного насоса, сможем регулировать подачу воды на разбрызгивание газоном тем насосом. Его надо подключать к электрике. У нас под вот этой елкой розетка выведена. Вадим Петрович, значит, для него домик такой соорудил. Сейчас я вам вот показываю такой домик. В середине насос стоит. И все, что для насоса, соединения, переходники, и все там спрятано от осадков. На зиму его, конечно, надо же будет убирать. Насосом мы пользуемся сейчас не каждый раз, а только когда идут сильные перепады давления из скважины. У нас из скважины идет, сейчас мне Вадим Петрович все рассказал, 1,5 атмосферы. Можно в барах. Это минимальная, и максимальная 3,5. То есть, в принципе, у нас, когда газон разбрызгивается, вот видео видно, когда включен, он поливается, хватает давления, но струя то чуть больше, то чуть меньше. Когда включаем мы через насос, струя идет более равномерно, без перепадов, бьет дальше. Ну, как я сказала, мы его включаем не каждый раз. Вы посмотрите, надо вам насос, не надо. Если у вас давление в скважине хорошее, значит, это вам не пригодится. Следующее. Какие ошибки у нас были по устройству нашего газона? Сейчас расскажу. Так вот, про ошибки, которые мы совершили при устройстве нашего газона. Я думаю, что все-таки, если позволяют финансы, сетку для кротов ложить надо и планировать землей участок надо. Мы решили поставить впоследствии электронные отпугиватели от кротов. Смотря какая дальность, они бывают разные. Вадим Петрович там выбирал, мы еще не выбрали, не ставили, но уже кроты у нас дело свое делают. То там появляются нарытые кучи земли. Что я делаю? Ну, я убираю землю, и по идее можно нашатырный спирт разводить в воде и заливать в нору. Но это такая временная мера, никакой химией пользоваться от кротов я не буду, потому что у нас собаки, которые периодически ловят этих кротов и приносят нам на крыльцо. Химия в качестве меры борьбы с кротами нам не подходит. Что еще мы не так сделали? Ну, в принципе, больших ошибок мы не совершили. У нас единственные проплешины получились из-за того, что неровная почва, и еще сразу после посева прошли сильные дожди. И в такие ямки, неровности все семена прям туда поскатывались. И еще очень много птиц. Сразу после посева птицы как налетели. И Света тут ходила, гоняла этих птиц и собак, чтобы они не бегали, не катались, не рыли ямы. Это сейчас уже травка подросла и можно. Очень хорошая идея, я вам скажу. Посеять газон в середине розовой клумбы. Если позволяет у вас участок, можете повторить эту идею. Как раз розы получаются на открытом солнце. Все им для цветения предостаточно. При поливе вода у нас не попадает на розы, а только на газон. Это роза Young Lycidas.
Что еще хочу сказать? Обязательно рассчитывайте так, чтобы струя воды добивала до центра участка, потому что сразу видно по плотности газона, вот, например, что он более плотный и красивый там, где вода попадает больше. Так, какая у нас еще проблема? Ну, это даже не проблема. Как только он начал сходить, газон, я, конечно, была в шоке. Так много было сорняков, и одуванчики как раз пошли, и подорожник, и всякая такая травка в магазине продаются для удаления сорняков. Такие специальные приспособления, чтобы стержневой корень удалять. Такая крутилка. Вот именно ей я и занимаюсь, покосила, а потом, когда начинают пробиваться эти сорняки, мне удобно их этой штучкой вытаскивать. Ери Маркс. Ну, а сейчас я вам покажу вот эти наши дождеватели, что из себя представляют. Вот эта верхушка крутится, и можно радиус разбрызгивания делать больше, меньше, какой вам надо. Ну вот, в принципе, все, что я хотела рассказать вам про наш газон. Мне кажется, у нас все получилось. Идея была очень хорошая. Посадить сюда обычную траву. Никаких клумб по центру не делать. Была идея посадить огромное какое-то дерево, раскидистое, или хвойное, или лиственное. Но я думаю, мы так и оставим просто газон. Ну что, кто загорелся желанием, задавайте вопросы какие-то по газону. Если попадают сорняки типа клевер, я его лентур препаратом. Это гербицид такого избирательного действия для двудольных растений, сорняков, однолетних, многолетних. Только надо, непосредственно, вот я вижу, у меня клевер есть, пошел. Прямо лентуром его побрызгать. Он тогда завянет, а потом просто отмирает. И трава занимает его место. Тут легко от них будет избавляться, вокруг никаких растений нету, чтобы не попал. Именно по газону можно вот таким препаратом избавляться. Ну а такие со стержневым корнем я удаляю, как я вам сказала, специальным приспособлением вот таким. Ну все, всего хорошего. Задавайте свои вопросы. Буду вам отвечать.